Всех приветствую на своем канале. Сразу убедительная просьба: подписывайтесь на канал, потому что все мои просьбы об этом в конце видео не работают. Итак, в этом видео мы поговорим с вами о прекрасном круизе по Средиземному морю. Расскажу, как все устроено на лайнере, расскажу о лайфхаках и небольших секретах на корабле, обсудим все плюсы и минусы круизного отдыха. Побываем с вами в Генуе, которая оказалась не совсем дружелюбная в плане погоды. Также побываем во французском Марселе, один из самых старых портов мира. Также заскочим с вами в Барселону, которая нас встретила радужным солнцем и очень жарким климатом, но в свою очередь отблагодарила сумасшедшими пейзажами. Также побываем в Кальяре, можно так сказать, в столице Сардинии, которая славится своими виноградниками и тихой, спокойной жизнью. Кстати, Сардиния является вторым по величине островом Италии. Прогуляемся по испанскому кварталу в городе Неаполь, также второй родине Диего Марадоны. И полюбуемся со смотровой площадки на знаменитый вулкан Везувий. Из порта Чивитавеккиа сядем на электричку и съездим в вечный город, столицу Италии, в Рим, и насладимся местными достопримечательностями. Путь, как известно, может быть по воде, по воздуху или, как в нашем случае, по земле. Общая длина пути с Польши до города Генуя, Италия, где мы осуществляли посадку на лайнер, составила не больше, не меньше, 1400 километров. Нам предстояло проехать дорогами Чехии, Австрии и, собственно говоря, Италии. Об особенностях транзита и о качестве дорог, а также о водителях, я бы хотел остановиться и поговорить чуть подробнее. Да простят меня итальянцы, но по факту из перечисленных стран это самые ужасные водители. Пускай, конечно, итальянцы, наверное, не смотрят меня, но сам факт. Итак, ребята, Австрия, паркинг, и на каждом паркинге дальнобойщиков есть вот такие вот станции питьевой воды, где можно пополнить запасы в дорогу. Выглядит это приблизительно вот так. Лично я влюбился в австрийские автобаны. Это настоящее удовольствие для тех, кто любит ездить за рулем. Ровнее дорог я не встречал по всей Европе. Частота паркинговых мест, которые оборудованы всем необходимым, начиная от бесплатных туалетов и душевых, заканчивая беседками для еды и отдыха, меня поразили. Я не говорю, что этого нет в Италии, или в Германии, или в других странах, но истинная педантность и чистоплотность, наверное, присуща действительно австрийцам. Итак, поговорим о ценах. Сколько стоит пользоваться платными участками дорог? Или почем нынче виньетки? Смотрите, пребывание в Чехии на 10 дней обойдется вам в 13 евро. Моя полюбившаяся Австрия – 10 евро за 10 дней. А вот Италия меня удивила. Все дороги между городами платные, причем платные они и для местных. Везде стоят турникеты, при въезде ты получаешь талон, а когда съезжаешь в какой-то из городов, оплачиваешь. И в среднем такое удовольствие обходится итальянцам и туристам от 5 до 7 евро за каждые 100 километров. Все зависит еще сколько туннелей на вашем пути. Вообще итальянские дороги – это реально дорого. Ну и пока я вам все это рассказывал, мы уже добрались до Генуи. Генуя – это город на северо-западе страны. Является одним из крупнейших портов Италии. Я думаю, открою небольшой секрет, что Генуя является родиной Христофора Колумба. Кстати, здесь в честь него назван международный аэропорт. Соус песто тоже был придуман тут. Помимо грузового порта, Генуя является паромным хабом. Вы с легкостью можете добраться до таких стран, как Тунис и Алжир, посетить французский остров Корсика или добраться до испанской Барселоны. И это не весь список. А тем временем мы добрались до нашего красавчика, который станет нашим домом на ближайшие 8 дней. Знакомьтесь, Коста Тоскана. О нем мы поговорим чуть позже и подробнее. В Генуе очень удобный терминал.
На машине можно подъехать прямо к лайнеру, выгрузить свой багаж, который доставят прямо к вашей каюте. Если вы на авто, то рекомендую оставлять машину на крытой стоянке на территории порта. Ссылку оставлю в описании. Хоть на регистрации была очередь, но она забрала у нас буквально 15 минут. Приветливый персонал быстро и четко делал свою работу. И вот тот самый момент. Знаете, такое чувство с легкой тревогой, когда видишь что-то новое и неизведанное. У меня было такое ощущение, будто подарок открываешь на Новый год, как в детстве. С погодой чуть-чуть не повезло, но в целом мы довольны. А тем временем жизнь на корабле кипит, и складывается впечатление, что она никогда не останавливается. Почему же так все устроено? Я вам расскажу сразу же после отправления. Отправление из порта, особенно из самого первого, это в сознании что-то очень важное. Это такое состояние, ну типа все, твой отдых официально начался, и ты открыт и готов к путешествию. Ты стоишь на корме и провожаешь взглядом отдаляющуюся сушу. В этот момент я испытываю такое душевное спокойствие. И не знаю, как это можно еще передать словами, но это состояние какое-то особенное. Ладно, долой эти сопливые настроения. Вообще все круто. Мы добрались, мы сели на лайнер и отплыли. Впереди много интересных мест. Надеюсь, погода наладится и все будет хорошо. Темное пятно в прибрежных водах Генуи – это результат ливневых дождей. Горная речка, впадающая в море, принесла много глиняной породы. Отсюда и цвет. Вернемся к нашей суете на корабле. Вот перед вами карта нашего маршрута. Круизный лайнер устроен так, что у всех отдыхающих этого лайнера разные входы на посадку. Ну то есть кто-то, как мы, зашел в Геную, а кто-то завтра уже выходит в Марселе. Круиз устроен таким образом, что судно ходит по кругу и раз в неделю заходит в один из городов. Тем самым обеспечивается циркуляция пассажиров. Итак, что хотелось бы подметить. Сегодня пасмурно у нас, на посадке был дождь. И сейчас тоже пасмурно. И при таких атмосферных условиях вода в Средиземном море имеет очень такой насыщенный синий цвет. Я не знаю, видно, нет, но вот здесь вблизи, где есть белые гребешки, то такой прям темно-темно-синий цвет. На вечер погода начала ухудшаться, и белых гребешков становилось все больше и больше. Благо современные круизные лайнеры обеспечены компьютерной стабилизацией и имеют для этого дополнительные боковые винты по всему корпусу. Тем самым качка на лайнере неощутима. И вот второй день нашего круиза. Мы прибыли в Марсель. В этот момент во Франции проходили массовые беспорядки по всей стране, и мы не решились выходить на берег. Было принято решение посвятить этот день изучению лайнера и плюхканью в бассейнах. Коста Тоскана имеет на своем борту много бассейнов. Один из них – большой крытый бассейн для детей, который расположен на 16-й палубе. Что примечательно, там есть 4 горячих джакузи с бульбашками, где можно кайфануть и взрослым. Также есть на лайнере бассейн для взрослых, бассейн с холодной водой, бассейн с теплой водой, 2 джакузи для взрослых на 7-й палубе, на самой корме. Вдруг кто не знает, что такое корма, это самая задняя часть корабля. Ну так, на всякий случай. Мне понравилось, что возле каждого детского бассейна есть стеллаж со спасательными жилетами, которые можно брать для детей в бассейн. Есть все размеры, и они абсолютно бесплатные. Помимо этого, есть небольшая аквазона с 4 горками, как для взрослых, так и для детей. В целом, очереди, чтобы покататься, на них небольшие. Ну и кому-то такое катание дается легко,
а вот кто-то реально прикладывает усилия. Для активного отдыха есть спортивная площадка, где проходят состязания по волейболу, баскетболу и футболу каждый божий день. Скучно не будет, это уж точно. Поговорим о компании Costa. Это итальянская компания, которая начала свое существование в далеком 1860 году, когда основатель будущей круизной компании Джакомо Коста еще вел торговлю тканями и оливковым маслом на рынках Генуи и Сардинии. Его предприятие оказалось успешным, и вскоре был построен флот транспортных кораблей для перевозки товаров по всему миру. А в 1954 году семья Коста основала итальянскую круизную компанию Costa Cruises. С тех пор вот уже почти 70 лет хорошо известную в круизном бизнесе и являющаяся на сегодня одной из самых крупных круизных компаний Европы. Costa Toscana на сегодняшний день является самым большим лайнером в семействе Costa и самым большим в Европе. Всего у компании более 15 круизных лайнеров. Тоскана была спущена на воду в 2021 году и построена по последнему слову инженерной мысли. Более подробная информация в моем обзоре. Ссылку также оставлю в описании. Небольшой лайфхак, как не заблудиться на корабле. Вам это может показаться смешным, но это вполне реально. Так вот, в первые дни постарайтесь запомнить какой-либо ориентир возле вашей каюты проживания. Дело в том, что люди часто путаются, находясь внутри корабля, где нос и где корма. И от этого с уверенностью идут в неправильных направлениях. Кто уже бывал на лайнерах, думаю, меня поймут. Новых туристов можно с легкостью определить. Они ходят с рассеянным видом в поисках той или иной локации. Для облегчения все этажи имеют свое название. Коридоры тоже оснащены табличками. Для легкости восприятия по одному борту идут четные номера кают, ну и, соответственно, по-другому нечетные. На лайнере нет 13-й палубы. Чертова дюжина считается для моряков неблагоприятным числом. Как говорится, суеверия никто не отменял. Отсюда отсутствие любых признаков, связанных с этим числом. Весь лайнер делится на 4 или 5 секций, которые оснащены площадками со скоростными лифтами. На каждой площадке по 8 лифтов. Все это сделано для удобства отдыхающих. Из минусов – они не справляются, когда люди спешат в одно и то же время в одно и то же место. Ну что, друзья, запишем с вами небольшой рум-тур. Здесь не так, конечно, много места, как хотелось бы. Но сейчас все увидите своими глазами. Итак, вот наша каюта. Спальное место наше, детей. Есть также балкон в нашем номере. Здесь мы сушим вещи. Я здесь курю. Вид на нижнюю палубу на 8-ю. Сами мы находимся на 15-й. Есть также ящички, спасательные жилеты обязательные. Ну и туалет с душем. Достаточно вмещаемый. На 6-й палубе есть прекрасный макет нашего лайнера. В сувенирном магазине вы можете приобрести уменьшенную копию на память. Каждый вечер в Колизее, который расположен на 6, 7 и 8 палубах, перед началом шоу-программы происходит светоанонс, куда прибывает утром наш лайнер. Выглядит очень красиво и завораживающе. Привет, Барселона, да?
Нет, друзья, это не пожарная сигнализация, просто вот такими звуками нас встречала Барселона. Это парковался к нашему лайнеру мостик в терминал, и при парковке он издавал вот такие вот звуки. Нас ждал третий день путешествий, и начался он достаточно рано. Позавтракав, в 9 утра мы уже вышли на берег. Из минусов. Трансферы из порта на шаттлах, так называются автобусы, которые вас вывозят в центр города, стоят 14 евро с человек. Поэтому мы приняли решение вызвать такси и отправиться по достопримечательностям. Привет. Мы сегодня Барселона. Барселона. Нравится вам тут? Да. Жарко только, да? Чуть? Да, жарко, не чуть-чуть, а много. Воды очень хочется. У нас есть вода с нами? Ну да. Всем привет! Мы в очень красивом месте в Барселоне, Каталония, и находимся в самом популярном туристическом месте. Итак, Саграда Фамилия, или Храм Святого Семейства. Давайте разбираться. Я думаю, все знают эту сакральную достопримечательность, так как она является визитной карточкой Барселоны. Помимо этого, кто-нибудь помнит момент, чтобы возле нее не было строительных кранов или не велись какие-то реконструкции? Нет, вот и я не помню. Почему же так? В этом вопросе есть ответ. Его строят и реконструируют с 1882 года. Вы спросите, почему так долго? Одна из причин: в самом начале было принято решение выполнять все строительные работы исключительно из пожертвований прихожан. Но и не это самое главное. Дело в том, что за все время храм много раз перепланировался. Потом принимались решения о расширении строительства. В общем, это какой-то бесконечный рай для строителей. Великий Антонио Гауди – один из немногих, который приложил свою руку к этому прекрасному архитектурному проекту. А что вы думаете по этому поводу? Напишите мне в комментариях. Возле храма Святого Семейства есть куча сувенирных лавок на любую тематику, но я рекомендую покупать сувениры чуть дальше от подобных достопримечательностей. Они будут гораздо дешевле и не будет такой суеты среди покупателей. Но тем временем мы отправились гулять дальше, и нашей целью стал парк Сьютаделья, в котором находится замок 3 драконов. В пути нам часто встречались попугаи. Как выяснилось, это крутые конкуренты голубей, и их здесь очень много. В целом, общее время от храма Святого Семейства до парка Сьютадель нас составил где-то минут 30 пешком. Сьютадель – это по сути бывшая крепость. Во времена борьбы за независимость Каталонии действующий король Испании Филипп V захватил город, и чтобы его удержать, он построил эту крепость, которая стала цитаделью, направив пушки на жилые дома барселонцев. Сейчас в этом парке находится парламент Каталонии. Как известно, Каталония все свое существование мечтает о независимости. Напротив парламента в пруду есть скульптура, которая изображает отчаяние. Она стала одним из символов борьбы за независимость. Одной из последних попыток мирно отделиться от испанского короля была попытка проведения референдума в 2017 году, которая не увенчалась успехом. Итак, Барселона. Промежуточный итог. Достаточно большой город, достаточно красивый, очень такой компактный, потому что все кварталы сделаны квадратиками, а перекрестки ромбиками. И на фоне всей этой красоты
при температуре 27 градусов тепла очень жарко. И хочется, конечно, ходить, все изучать, смотреть, фотографировать, но это физически очень тяжело. Замок трех драконов, который находится неподалеку от музея Сальвадора Дали. Был построен в 1888 году. Здание выполнено в стиле модерн, является визитной карточкой парка Сьютаделья. Изначально использовался замок в качестве кафе-ресторана, а в настоящее время здесь располагается зоологический музей Каталонии. Но мы продолжаем нашу прогулку по Барселоне и направляемся в еще одно интересное место – старого города. Барселона является вторым городом в Испании по численности населения после Мадрида и 10-й в Европейском Союзе. Поскольку Барселона мегапопулярное туристическое место, то и атмосфера здесь своеобразная. Множество уличных музыкантов не оставят вас равнодушными. Собор Святого Креста и Святой Евлалии. Привлекает этот каталонский собор не только величественным фасадом, но невероятным внутренним ощущением спокойствия и веры. Расположенный в готическом квартале, и именно данный собор, а не вопреки распространенному мнению Саграда Фамилии, является резиденцией архиепископа Барселонского и главным собором Барселоны. Согласно легенде, 13-летняя девочка по имени Евлалия приняла мученическую смерть от рук язычников, которые заставляли ее отказаться от своей веры. Во внутреннем дворике кафедрального собора можно также увидеть 13 белоснежных гусей. Чистота и белизна их оперения символизируют чистоту святой Евлалии. К сожалению, наше время пребывания в Барселоне подошло к концу, и нам нужно возвращаться на корабль. Спустя 10 минут мы поймали такси и за 20 евро благополучно добрались в порт. Отдельно хотел бы подметить, если вдруг вы решили покупать воду или еду, то рекомендую искать сетевые магазины, например, Ашан, Lidl или Mercadona. Так как в маленьких магазинчиках на туристических улицах все втридорого, да и еще отсутствуют ценники. Проверено на личном опыте. В целом Барселона нам очень понравилась. Из минусов – летом тут очень жарко. Я бы выбирал бы для такого региона посещение, наверное, на раннюю осень. А в целом все супер. Четвертый день мы провели полностью на корабле, потому что у нас был переход из Барселоны на остров Сардиния. Об особенностях пребывания целый день на корабле сейчас и поговорим с вами. Что хотелось бы подметить, то что когда на маршруте есть переход, то есть нигде мы не останавливаемся в каком-то городе, а целый день идем куда-то, то возникает реальная проблема на корабле, потому что много людей, которые находятся одновременно в одних и тех же местах. И это создает такой переизбыток и дискомфорт небольшой. В принципе, все справляются со своими задачами. И анимация присутствует, и всевозможные концерты проводят, и это происходит даже днем. Но все равно перенасыщение людей, оно чуть-чуть ощутимо.
Без комментариев. Что еще хотелось бы подметить? Такой момент. Забыл. Ну, сейчас вспомню. На корабле есть детский клуб, и спустя 3 дня пребывания я все-таки решился попробовать отдать своих детей туда. Сейчас как итог, точнее результат, да, проверим вживую, я пойду их забирать и посмотрим на их эмоции. Итак, друзья, идем снимать реакции деток, которые остались в детской. Посмотрим на их реакции. Сейчас расскажу, покажу, где, как, что. Для этого необходимы вот такие карты. Ну, карты любого пассажира. Hello. Hello. Тимур, Дамир. Ok, quindi hai detto Violeta e Carlos. No. Ok. Okay, need your card also. Thank you. О, сейчас их будут объявлять, чтобы позвать. Смотрите. Ding dong, Timur и Damir at the door. Привет, ну что, рассказывайте. Классно было? Да, рассказывай. Что делали там? Ничего. Как ничего? Вообще ничего? И что, вам понравилось? Thank you, bye-bye. Мне не очень. Тебе не очень? А тебе, Тима? А? А мне понравилось. Что вы там делали? Мы там можно было играть. Умели играть. Очень много. Смотрели очень много фильмов, Дамир? Там есть снега. Мне не так сильно понравилось. О! Я понял, сынок. Ну, мы идем кушать. Такая вот история. Одному понравилось, другому не понравилось. Твоя придумала переговорка. Знаешь, какая? Итак, еда. Еда — это отдельное искусство, которое здесь присутствует. Почему? Потому что повара стараются, удивляют и создают настоящие шедевры. Как все это устроено? У нас есть по программе включенный ля карта ресторан, вечерний ужин, который обслуживание включает в себя как в ресторане. Помимо этого у нас есть основной ресторан, который мы посещаем практически все время. И это шведский стол. Ну, он такой какой-то длинный шведский стол. Почему? Потому что потому что там обжиралово на самом деле. Обжиралово почему? Потому что, все, что можно придумать, гурмана, для самых гурманов все создано. Начиная от тайской еды, заканчивая элементарными стейками жареными, там, не знаю, фрукты, шмукты, все пасочки, короче. За сладости вообще отдельная история. Почему? Потому что они здесь просто божественные. Все необходимое и для всех вкусовых потребностей людей все это есть. Видите, я уже начал чуть жестикулировать. Это дают о себе итальянцы чуть-чуть знать. Если так можно сказать. Как хорошо. Когда я ставлю на эту фигуру, она... Хотелось бы порекомендовать стараться избегать час пиков в еде. Каким образом?
Ну или идти под открытие ресторана, или идти под закрытие. Потому что зачастую мы попадали в такое время, когда найти свободный стол становилось занятием практически невыполнимым. И ты начинаешь тратить время на ожидание. Поэтому мой вам совет. Кто рано встает, того и тапки. Этот принцип здесь никто не отменял. Но если честно, под закрытие не рекомендую идти. Потому что многих вкусняшек уже просто может не быть. Так что выбор за вами. Друзья, на любом корабле есть задняя палуба, и она сделана таким образом, чтобы люди кайфовали, наслаждались видом. На нашем корабле это тоже не исключение. Сейчас покажу, что именно у нас. Вот такая смотровая с прозрачным полом, на котором видно 7-ю палубу. В целом задняя палуба у нас оборудована таким небольшим амфитеатром. Есть на 18-й палубе в виде беседки, что ли, кресло-качалки. Все для удобства отдыхающих. Внесу еще определенные коррективы в плане программы развлекательной. Она начинается буквально с 10 утра и до 12 ночи она включает в себя всевозможные мероприятия. Умышленно они расположены, все эти мероприятия, в разных частях корабля, для того, чтобы не было массового скопления людей. Ну и по зонам интересам это все разбито. Где-то концерты, где-то лаунж-бары играют, где-то играет живая музыка, где-то диджейские сеты, где-то анимация с детьми. Есть также анимация взрослых, для взрослых и всевозможные всякие такие маленькие небольшие программы, которые занимают большую часть отдыхающих на корабле. Что я хочу сказать, друзья, это, конечно, не Голубые озера гораздо круче. Куда Голубым озерам до всего вот этого? Ближе к вечеру корабль будто перевоплощается и начинает играть совсем другими красками. Насыщенная шоу-программа соответствует абсолютно всем зонам интереса. Как пример, несколько из них сейчас покажу. Сейчас покажу еще одну опцию, на которой Коста не стесняется зарабатывать. Выглядит это следующим образом. Есть такая вот локация, где
где вы приходите. Прикладываете карточку. И ничего не происходит. Я вас обманул, это не та локация, сейчас я пересниму. Вот эта локация. С цветом не угадал. Короче, здесь высвечиваются все фотографии, которые вы смогли запечатлеть на корабле. Это нас фотографировали при входе. Ну и фишка. Цена за 4 фотографии. Это просто жесть. Локаций на корабле очень много, и условия для того, чтобы продавать вам фотографии, созданы максимальные. Для чего это делается? Да, это память, да, там запечатлеть себя в круизе на профессиональный фотоаппарат с профессиональным фотографом, это стоит как бы не маленьких денег. Плюс, если вы хотите там распечатать или забрать эти фотографии, это стоит еще больше денег. Вот один из приколов, как косит бабки Коста. Ну, а это уже как результат проделанной работы. Ну и так до бесконечности. Друзья, сегодня мы высадились как десант на острове Сардинии, в столице Кальяри. Погуляем чуть, поснимаем, посмотрим, что здесь интересного. Думаю, чуть дальше покажу. К сожалению, здесь еще жарче, чем в Барселоне. Сегодня плюс 32. Блин, 10 минут на улице и все, и вафля кукуруку. Невозможно находиться, очень душно и очень жарко. Еще одно мое разочарование — это как вы видите, вблизи находится аэропорт, и отсюда, соответственно, безполетная зона. И пришлось отходить на достаточно большое расстояние, чтобы хотя бы чуть-чуть поднять дрон вверх и сделать небольшой облет по местным достопримечательностям. Хотя я их тут особо и не увидел. Честно сказать, мне Кальяри вообще не зашел. Хоть этот регион по статистике и рейтингу считается один из лучших для выхода на пенсию. Ну, значит, мне еще рано. Кстати, здесь расположены одни из лучших виноградников в Италии. А что еще делать на заслуженном отдыхе? Конечно, выращивать виноград и делать вино. Насколько я понял, для поисков красивых пейзажей нужно брать лодку и кататься по бухтам Сардинии. Там и вода чище, и есть где глаз порадовать. К моему большому сожалению, таким количеством времени я не располагал. Остров Сардиния является вторым по величине в Италии и уступает лишь Сицилии. Сарды – это представители коренного населения острова, не считают себя итальянцами и всегда стремились к независимости. Поэтому сегодня Сардиния имеет широкую автономию в составе Италии и разговаривают здесь на сардинском языке. Ну и, конечно, я не думаю, что открою секрет, что в Сардинии ловят всем небезызвестную рыбу-сардину. В честь нее собственное название острова. Еще один интересный факт о Сардинии.
Этот остров занимает первое место по количеству долгожителей в Италии. Все-таки благоприятный климат и вино дают о себе знать. В принципе, это все, что хотелось рассказать о Сардинии. Друзья, привет! Сегодня мы в Неаполе. Это такая достопримечательность, всем известна, наверное, по школьной программе «Последний день Помпеи». Именно здесь находится вулкан Везувий. Ну и еще несколько достопримечательностей посмотрим. А также я постараюсь попасть в испанский квартал, где множество всевозможных символов Диего Марадонны, который в свое время играл за Наполи, неапольский. Наша ласточка. Как ни странно, но лишь на 6-й день нашего путешествия мне удалось спокойно полетать и поснимать наш красивый корабль. Я понимаю, что строительство аэропортов неподалеку от круизных терминалов упрощает жизнь всех путешественников. Но эта история явно не про меня. Вы знаете, это как прийти на выставку картин с завязанными глазами. Вроде все есть, погода есть, дрон есть, шикарный круизный лайнер тоже есть. И аэропорты с бесполетными зонами тоже есть. Но не в Неаполе. Тут мне круто повезло. И наконец-то я воплотил свое безумное желание поснимать кораблик. Да и не только. А снимать здесь было что. С первых минут я влюбился в этот город. Даже не в сам город, а в его атмосферу. Множество туристов изящно растворялись на улицах этого города. Неаполь является третьей по своей численности после Рима и Милана. И первым по густонаселенности, так как в его пригороде живет столько же, сколько в самом Неаполе. Он также является самым преступным городом Италии, но, как ни парадоксально, является самым дружелюбным. По статистике, самые открытые итальянцы живут тут. Самая первая пиццерия в Италии и во всем мире была открыта тоже здесь, в далеком 1830 году. И более того, рецепт пиццы Маргариты тоже родом отсюда. Случилось это благодаря приезду королевы Маргариты Терезы Джованни в конце 19 века. Так совпало, что в этом году футбольный клуб Наполи выиграл Скудетто. Это значит, стали чемпионами Италии. Неаполь как бы и без этого считается колыбелью футбола. Связано это, конечно, с Диего Марадонной, который играл здесь в конце 80-х. Культ Марадонны в испанском квартале виден на каждом шагу. Идем, гуляем маленькими узкими улочками Наполи, и очень много продается свежей рыбы. Ну и вообще прикольненько тут. Ух ты, какие красавчики! А гуляли мы как раз узкими улочками испанского квартала. Испанский, потому что когда-то был заселен испанскими солдатами. Выглядит с высоты словно трущобы. И, как выяснилось уже позже, не совсем-то и безопасным. Но желание увидеть мурал Марадонны был сильнее, и нас было не остановить. Мы уже близко. По правде сказать, мурал Диего Марадонны я ожидал увидеть более какой-то масштабный рисунок, но, тем не менее, это не помешало половину нашим туристам с корабля вернуться обратно в футболках с Диего Марадонной. В общем, испанский квартал – это такое колоритное место, где надо быть осторожным, но и одновременно наслаждаться такой именно специфической жизнью людей, которые проживают в данном месте. Если подняться чуть выше от Диего Марадонны, то вы попадете на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на Везувий. Нам чуть не повезло, вот облако как раз над Везувием нам портило всю картину. Но в целом это место достойно для посещения. Вот так вот просто подъехал на мопеде, выпил кофе. Кстати, очень много мопедов здесь. Местные больше передвигаются на мопедах. Ну, в силу, наверное, узких улочек. Хотя, ну, не весь город же узкий. Это испанский район.
и здесь тесно. Друзья, кофе в Италии, наверное, самый вкусный кофе в мире. Вкуснее только, наверное, в другом городе Италии. Практически на каждом углу дома есть вот такие вот мини-иконки с лампадками и с цветами. На первый взгляд вам может Неаполь показаться каким-то ужасным городом с непонятной архитектурой и маленькими улочками. Но на самом деле это очень красивый город. Просто мы гуляли в этот раз непосредственно по испанскому кварталу. В целом впечатления остались очень положительные. Я бы в этом городе провел бы побольше времени, если была бы такая возможность. Отдельно сейчас расскажу еще за один кастел. Кастель Нуово смотрится очень даже колоритно, находясь у самой линии берега. Построен он был в 13 веке в готическом стиле. Да, пожалуй, на этом я и остановлюсь. Давайте просто понаслаждаемся. Он действительно необыкновенный. Время стоянки нашего лайнера подошло к концу, и нам следует возвращаться на лайнер. Отдельно хочу поблагодарить Лилию Шатровскую за предоставленный круиз. Ссылочку оставлю в описании, можете смело обращаться. Что хотелось бы подметить. В портовом терминале принцип турникетов и прохождения досмотра по такому же принципу, как и в аэропорту. Список предметов запрещенных тот же самый. И вот мы вышли из порта Неаполя, и как раз у нас по нашему борту знаменитый вулкан Везувий, который в свое время натворил делов. Ну и вот у подножья Помпея. Ну и как обычно у нас по традиции неотъемлемые гости, которые провожают нас. Иногда неотъемлемые гости вот так вот продолжают путешествовать вместе с нами. Что меня поразило, так это то, что мы реально находились посередине моря, и их абсолютно не смущало, что они ушли вместе с нами в новый город. Вот так вот и происходит, собственно говоря, путешествие чаек. Круговорот чаек в природе. Шел 7-й день нашего путешествия, и ранним утром мы прибыли в порт Чивитавеккиа. Это один из домашних портов, если так можно сказать, столицы Италии, Рима. И находится он в 75 километрах от него. Есть еще, конечно, поближе Фьюмичино. Он находится в 30 километрах. Разница в этих портах лишь в том, что не мы принимаем решение, в какой из них заходит лайнер. Это уже индивидуально зависит сугубо от вашего круизного маршрута. Самый оптимальный вариант добраться в Рим – это сесть на электричку и за 1 час доехать, что мы и сделали. Цена проезда в две стороны 12 евро с человека, детям 2 евро. Ходят каждые 30 минут. Давайте рассмотрим, какие были у нас еще варианты по трансферу. Экскурсия от лайнера на автобусе – 80 евро с человека. Бусик с автовокзала – 400 евро с четверых в одну сторону. Как вы поняли, мы выбрали оптимальный вариант. Но это мы так думали. И тут началось самое интересное. Рассказываю. Стоянка нашего лайнера была с 8 утра до 18:30. Ну, грубо говоря, 10 часов. Гуляй не хочу. Но из-за мегапопулярности и дикого желания увидеть вечный город, мы столкнулись с таким количеством путешественников с нашего корабля, что, выйдя в 8:30, мы простояли в безумных очередях, как на погрузку на шаттл, так и за покупкой билетов на ЖД-вокзале. И так получилось, что в Рим мы приехали в час дня. Я дико был расстроен, потому что был запланирован пеший маршрут по определенным достопримечательностям, на которые, как оказалось, у нас совсем нет времени. Поэтому мой вам совет. Билеты на поезд рекомендую брать электронные. Выходить без завтрака на корабле, как только он пришвартовался.
Лучше перекусить по пути, возможность будет 100%. Накануне перед круизом я с детьми собрал этот пазл. И когда мы ехали в Рим, для них было сюрпризом увидеть его вживую. На протяжении всего отдыха они не знали, что посетят Колизей. Поэтому сюрприз удался. Без лишних слов. На него можно смотреть вечно, поэтому, друзья, при первой же возможности настоятельно рекомендую побывать в этом суперском месте. К сожалению, это единственное место, которое нам удалось успеть посетить, потому что Рим — это реально город пробок. Весь общественный транспорт опаздывает вплоть до метро, поэтому планируйте свои поездки заранее. Центральный вокзал Рима достаточно большой, и пригородные электрички находятся чуть в стороне. Поэтому во избежание опозданий учитывайте этот факт, чтобы в дальнейшем не пришлось догонять ваш корабль. По отплытию из Чивитавеккьи в Геную произошла прикольная ситуация. Путешественники с Royal Caribbean устроили настоящие проводы нашему кораблю. Со стороны это было очень эпично. Завтра у нас прибытие в порт Генуи. Там, где мы садились, там мы и встаем. Наш круиз подходит к концу. До 10 утра нам надо покинуть каюту. Находиться на лайнере мы можем до 15:00. И еще, если вы не хотите тащить свои чемоданы собственноручно, то с вечера можно их собрать и выставить за дверь в общий коридор до 2 часов ночи. И потом забрать его в терминале при высадке. Тем временем нас ждал крайний вечер на корабле. Не хотелось идти на какие-либо шоу-программы, а было такое желание погулять по палубам ночного лайнера, чтобы запечатлеть этот момент в памяти на долгие годы. Мы так и поступили. Друзья, вот мы и сошли на берег, к сожалению. Пора ехать домой. Наш красавчик стоит в Генуе, пополняет запасы провизии, берет на борт новых людей. Ну, как-то так. Путешествуйте, друзья, это полезно для здоровья.